Всем привет! Сегодня будем разбирать вот такую громадину. Газовая колоночка. Блин, лень было что-то ее разобрать, пока тепло было, а теперь по холоду просто она начала мешаться. Уже спотыкался об нее не раз. Решил разобрать. Также на разборе в скором времени будет тут вот всякие мелочевки, безделушки. И вот эта гора всякого хлама. То есть, ребят, запускаю, кажется, новогодний марафон на пару недель. Думаю, на ежедневные ролики вот этого всего дела хватит. Ну что, сейчас будем скрывать крышку котла. Ой, точнее этой колонки. Ну и посмотрим, что у нее внутри. Вес у нее около 15 килограмм. Я выведу на экран. Все, поехали. Так, ребят, вот крышечку я подснял. То есть все просто-напросто откинулось. Сейчас так бегло пробежимся, осмотрим, что у нас тут есть. Как видите, радиатор есть. Какие-то, это датчики, наверное, может быть датчик тяги или температуры, не пойму. Потом все дело рассмотрим. Уже вижу немножко латуньки. Ну, тут регуляторы. Это, я так понимаю, автоподжиг, что-то такое, наверное, пьезоэлементы какие-то. Также дюралька есть. Блок, какие-то мозги. В общем, сейчас по принципу крутим все, что крутится. Это я сделаю за кадром. Не буду я на камеру бомбить. И посмотрим уже отдельно по элементам. Так, ребят, раскидал корпус. Так, корпус вон он валяется. То есть сам вот этот вытяжка с него, задняя стенка, крышка по мелочевке. Так, сам радиатор выглядит вот так. Покорябал. Думал сначала латунька. Нет, все-таки медяшка. Нормально. То есть сам на срыве. Блин, ну прям не скажу, что медь, но будем надеяться хотя бы латунь радиатор. Также вот сама горелка. Вот дюралевое основание. Там форсунки латунные. Попозже раскручу. Вот эти части, сами горелки, я так понимаю, скорее всего, нержавейка. Потому что поцарапал. Все белое. Но, блин, алюминий сюда вряд ли запихнут. Ну, имеется в виду, температура тут большая. Хотя, хрен знает, посмотрим. Как скрытие покажет. И вот сам блок управления. Ну, тут, видите, все. Латунь. Вот этот электронный сам блок. Разберем, посмотрим. В общем, сейчас докручиваю и уже более подробно все разберем. Ну вот, друзья, кажется, сказал, затягивать не буду. Вот все уже разобрано. Сразу давайте пройдемся по блокам, которые были электронные. То есть вот такой блок был под две батарейки. Железки сниму, металл полетят. То есть вот такой блок был, я так понимаю, это поджиг. Провода я уже скусил с него. Вот так вот он выглядит. Ничего тут ценного нет. Тут катушка медная. Но тут все очень плотно залито лаком. То есть катушка это потом оборвется и в обжиг бросится. Ну, вместе вот с этими маленькими проводками. То есть, в принципе, тут грамм, надеюсь, 50 медяхи будет. Все разобрал. Все, на удивление, легко раскрутилось. Также вот катушечка такая вот, тоже медная. Оставлю ее на потом. Там, сразу скажу, грамм около 30 примерно медяхи, не больше. Были также вот такие, как это, датчики, я не знаю чего, температуры, скорее всего, наверное. То есть вот я один вскрыл. Как видите, контакты практически медные. То есть по серебрянке. Но если вот без камеры, вот так вот смотришь, на нее чуть видно, то есть пригоревшие места. А так, ну, медь медью. В общем, вот так вот они выглядят. Сейчас завесим сразу латуняшку. Железо я выведу на экран, так как на столе я тут его не размещу. Так, это все уже латунь. Готовая. Что называется, чистая. Так, 836 грамм. Запомнили. И вот это. Ну, грамм пускай 30 скину на этот самый, на чашечку. 830, ну и 100 грамм, пускай, грубо говоря. 900, почти кило латуньки. Это где-то порядка 250 рублей. Так, сразу в сторону. Алюминчик у нас. То есть горелка.
не цепляет, нет. Алюминий 370 грамм всего, ну, тоже неплохо. Также присутствуют вот такие вот горелочки, они не магнитные, да, но когда берешь неодимовый магнит, сейчас покажу, видите, он прилипает. То есть такой магнит, хотя практически не отрывает. Ну, постараюсь загнать это как нержавейку. Сейчас поставим чашечку, оттариваем. Нолик есть. Есть. Сейчас это дело поскидаем. Ручку. Хотя бы так. Но если не возьму так нержавейку, то все, соответственно, полетит железо. Вот еще одна упала. Итого 500, ну полкило нержи. Нормально, я думаю. С печкой поступил вот так. Сейчас объясню почему. Вот этот сам радиатор у нас, так мы сейчас оттарим, у нас обычно вымахиваются в плане того, что печки берут по заниженной цене. Какая-то деревяха прилипла. Так что сейчас сразу завешиваю сам вот этот радиатор. 2200. 2200. То есть, если сейчас мне где-то порядка 400 рублей, ну, значит, это где-то будет порядка 350-320. То есть, как они захотят. Но если повезет, сдам именно вот так вот. Ну, то есть, целиком все. Если нет, то, соответственно, пойдет раздельно. Ну, чтобы цена. И вот трубочки и стенки этой самой печки. Ну, 1340 грамм. Ну, нормально. То есть, как помните, весил он где-то порядка 13-15 килограмм. Ну, это, грубо говоря, сколько у нас выходит. Если даже сейчас брать, то есть, попал он ко мне, когда металл еще был по 8. Сейчас уже металл 16 рублей. Ну, неплохой выхлоп, я думаю. Все по своим ценам прикиньте. Я их выведу на экран, все веса. То есть, я думаю, сами понимаете, что разбор намного выгоднее, чем вот целиком издать в железяке. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. Разбор продолжается.